Всем привет, мои дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы будем готовить просто бомбическое, супер нежное абрикосовое птичье молоко на сливках. Всем рекомендую обязательно попробовать. Добро пожаловать ко мне на кухню! Для приготовления суфле я буду использовать спелые абрикосы. Абрикосов беру 200 граммов. Сейчас я немножечко их прогрею на плите, чтобы они больше дали сока и было легче их протереть с помощью блендера. Если абрикосы не сочные и будут плохо пускать сок, то можно добавить немного воды, чтобы процесс проходил быстрее. Кусочки абрикосов можно сделать поменьше, то есть нарезать сразу же их на небольшие кусочки. Провариваю пюре 1-2 минутки и снимаю с плиты. И пробиваю блендером. Благодаря этому шагу пюре проходит небольшую тепловую обработку, что хорошо для увеличения срока годности торта. Если вы будете делать торт для себя и не хотите заморачиваться, можно просто протереть спелые абрикосы с помощью блендера и затем пропустить через сито. Мы с вами тоже протрем через сито пюре, чтобы полностью избавиться от всяких шкурок возможных и ворсинок. Если же вы наоборот любите, чтобы в суфле попадались кусочки пюре, то можете этот шаг пропустить. Отставляем подготовленное пюре в сторону, пускай остывает. 200 граммов холодных жирных сливок взбиваем с помощью миксера до плотного состояния. Вот таких вот мягких пиков взбиваем. И ставим снова в холодильник. Перед началом приготовления необходимо замочить желатин. Я заливаю желатин 15 граммов холодной водой 70 мл и ставлю в холодильник для набухания. В ковшик наливаю 60 граммов воды и насыпаю 160 граммов сахара. Отправляю на плиту. Когда сироп закипит, весь сахар растворится, начну взбивать белки на высокой скорости. У меня здесь 150 граммов белка. Это у меня белки от 5 яиц. Сахар растворился в сиропе, сироп закипел. Добавляю к белкам щепотку лимонной кислоты. Напоминаю, 150 граммов белка. И взбиваю на высокой скорости миксера. Меренга очень хорошо взбита до глянцевого состояния. Сироп сварила до 120 градусов. Можно 118-120 градусов. И продолжаю взбивать, меренгу вливаю тонкой струйкой в горячий сироп. Взбиваем наши белки до тех пор, пока чаша будет только слегка тепленькая. Белки должны вот так вот хорошо быть взбиты. Теперь берем наше пюре, подготовленное абрикосовое, набухший желатин. Желатин распущу в микроволновке. Можно это сделать на водяной бане. Распущенный желатин добавляю в абрикосовое пюре. Оно должно быть комнатной температуры. Перемешиваю. И введу яичный белок наш взбитый тонкой струйкой, взбиваю на невысокой скорости. И следом также введу сгущенное молоко. Вот такая нежнейшая масса получилась у нас. Кстати, сгущенного молока нам понадобится 70 граммов. И последним этапом остается ввести только взбитые сливки. 200 граммов. Сливки буду вмешивать в один этап.
нежно перемешивая снизу вверх, складывающими движения, как во время замешивания бисквита. Долго не вымешиваем. Как только станет суфле однородным, останавливаемся. Вот такое красивое, нежное абрикосовое суфле получилось. У него очень красивый цвет, даже без грамма-красителя. На сервировочное блюдо устанавливаю кольцо. Внутрь помещаю наш подготовленный абрикосовый корж и помещаю сверху абрикосовое суфле. И перекладываем суфле в форму диаметром 18 сантиметров, на дно которой я поместила абрикосовый бисквит. Немножечко вот так вот потрясем форму, чтобы суфле более равномерно распределилось. И отправляем в холодильник. Так как торт у нас называется абрикос в кубе, абрикос будет не только в корже, в суфле, а также в покрытии торта. Для покрытия возьму 200 граммов абрикосов, нарезала на небольшие кубики со стороной около 5-6 миллиметров. Добавляю сахар 40 граммов и 5 граммов кукурузного крахмала. Если абрикосы слишком сладкие, добавляем немножко лимонного сока. Отправляем на плиту, дождемся закипания и проварим 1-2 минутки после закипания. И если абрикосы не слишком сочные, добавляем 1 столовую ложку воды. Снимаем с плиты и добавляем 3 грамма набухшего желатина, который необходимо предварительно замочить в 15 мл холодной воды. Перемешиваем, чтобы весь желатин разошелся. Дадим абрикосовому покрытию нашему остыть до комнатной температуры и поместим на торт. Суфле застыло практически. Абрикосовое покрытие остыло до комнатной температуры. Выкладываю его на торт и равномерно распределяю. И снова отправляем в холодильник, чтобы верхний слой стабилизировался. Мой торт постоял ночь в холодильнике. Освобождаю его из кольца. И снимаю аккуратную ленту. Вот такой вот высокий, нежнейший и очень аппетитный торт получился. Вы обратите внимание на текстуру, просто тысяча, миллион воздушных пузырьков.